Глава 471. Лишнее сокровище. Хань Ли не сомневался, что этот проход приведет его к границе фантастической иллюзии. С его культивацией техники великого развития вместе с браслетом с защитными бусинами, которые ему предоставил Цзень-инь, ему будет легко пройти через это испытание. С этой мыслью Хань Ли решил тщательнее изучить древние сокровища в его руках. Ему нужно было понять их силу, чтобы он смог эффективно использовать их, когда придет время. По вспышке света кроваво-красный плащ исчез из его рук, оставив только пятицветный медный браслет. Этот пятицветный медный браслет был примерно такой же ширины, как и человеческая рука, а на его поверхности были выгравированы таинственные символы, что делало его довольно мистичным. Хань Ли слегка потряс браслет в своей руке. Разноцветное свечение медного браслета стало колебаться в ответ, издавая слабый крик феникса. В глазах Хань Ли появилось духовное мерцание, и он задумался. Затем он медленно влил духовную силу в браслет через свои пальцы. Во время этого Хань Ли торжественно смотрел на него, не моргая. Затем по вспышке яркого света пятицветный медный браслет бесследно исчез. Сначала Хань Ли был удивлен, но потом все понял. Он поднял голову вверх и увидел, что браслет завис в воздухе над его головой. Пятицветный медный браслет сверкал демоническим светом. Хань Ли нахмурился и поднял руку, сделав магическую печать. Браслет сначала стал быстро вращаться, а затем врезался в стену. Браслет звякнул об стену, но остался целым и невредимым. Вместо этого он срикошетил от стены в противоположную сторону. Было очевидно, что этот пятицветный медный браслет не был предназначен для использования его в качестве оружия нападения. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным. Он махнул рукой, и браслет снова подлетел к нему. Без колебаний он высвободил свою духовную ци и направил ее в браслет, в результате чего он увеличился в несколько раз в мгновение ак, представляя собой 5 сверкающих огромных колец. Ослепительное сияние заполнило комнату, а странные символы на браслете начали вращаться по кругу. Магические инструменты типа кольцо обычно не использовались для совершения прямых атак. Большинство из них использовались для поимки врага или защиты себя. Это было то, что Хань Ли узнал из своего личного опыта. Взглянув на огромный браслет и ощутив на себе невероятное давление, которое он излучал, Хань Ли поднял голову и тут же произнес команду «Исполнить». Не успел он сказать это, как браслет издал пронзительный визг и обрушился прямо на него. Кольца накладывались друг на друга и закрывали собой Хань Ли. Затем они стали вращаться вокруг него с большей скоростью, полностью закрыв Хань Ли размытым щитом радужного света. Хань Ли слегка улыбнулся. Казалось, этот браслет обладал защитными способностями. Однако его эффективность можно было проверить только во время схватки с врагом. С этой мыслью Хань Ли щелкнул пальцем, и световая завеса растворились, а браслет вернулся в свой первоначальный вид. Затем браслет сверкнул ярким светом и исчез. На этот раз Хань Ли остался спокойным и вытянул ладонь. По вспышке радужного света в руке появился пятицветный медный браслет размером с ладонь. Хань Ли задумчиво уставился на браслет в своей руке, как вдруг ему что-то пришло в голову. Затем он произнес ряд магических заклинаний, в результате чего браслет исчез из его рук. Но через секунду каждая из 5 колец браслета появилась вокруг его шеи и конечностей. Внезапно Хань Ли покачнулся и чуть было не рухнул, как бревно. К счастью, он был готов к этому и поспешно пробормотал заклинание, чтобы освободиться от медных колец браслета. Хань Ли тут же восстановил равновесие и потер свою сдавленную шею. Однако в глазах его было огромное волнение. Это магическое сокровище можно было использовать как тайную атаку, от которой было невозможно защититься. Даже если его противники обладали огромным духовным чутьем и поняли, что что-то было не так с этими медными кольцами, они бы все равно не успели среагировать. Хань Ли был уверен, что даже культиваторы стадии зарождающейся души не смогут защититься от них. Он считал, что шансы на успех такой атаки довольно высоки. Конечно, он все еще не знал, как долго браслет сможет сдерживать его противников. Хань Ли был в восторге, поскольку способности этого пятицветного браслета далеко превзошли все его ожидания. Будучи совершенно этим доволен, он убрал его в сумку для хранения и достал кроваво-красный плащ. Опробовать это древнее сокровище было намного проще. Он просто надел этот плащ и выпустил в него немного магической силы. Плащ засверкал ярким кроваво-красным светом, в результате чего Хань Ли почувствовал жжение по всему его телу. В этот же самый момент плащ стал поглощать его магическую силу, и это не поддавалось контролю. Хань Ли очень испугался и поспешно разорвал связь его магической силы и плаща, в результате сияние плаща потускнело. Хань Ли был поражен и тут же снял плащ. Он еще раз посмотрел на него, прищурившись.
через мгновение он снова надел его и начал с большой осторожностью вливать в него духовную силу. И снова магическая сила начала стремительно вырываться из его тела, но на этот раз Хань Ли был готов к этому и оставался спокойным. Вместо этого он перевел свой взгляд на плащ и начал наблюдать за ним. В этот момент внешний слой плаща увеличился и покрыл тело Хань Ли кроваво-красным световым барьером. Посмотрев на него на мгновение, Хань Ли взмахнул рукой и медленно опустился на землю. Затем он пристально посмотрел на себя и тут же исчез. Вскоре последовала серия приглушенных ударов, а со стороны правой стены вспыхнул кровавый свет. Хань Ли упал с вспыхнувшего света и кувыркнулся несколько раз, пока не свалился на спину. Он был потрясен. Он не стал использовать всю силу плаща, а только обычную летающую технику. Однако он врезался в стену к своему большому разочарованию. Не желая верить в это, Хань Ли попытался использовать несколько других техник передвижения, но результат были прежним. Он врезался в стену и в конечном итоге разорился, не достигнув какого-либо прогресса в управлении способностями плаща. Казалось, это сокровище позволяло ему использовать удивительную скорость, но он не мог замедлиться. Хань Ли молча стоял на месте с полным изумлением. Этот плащ был слишком странным. Несомненно, это было высокоранговое защитное магическое сокровище, обладавшее невероятной скоростью. Хань Ли был уверен, что даже если культиватор стадии зарождающейся души будет преследовать его, он с легкостью сможет оторваться от его преследования в мгновение ока благодаря этому удивительному сокровищу. Но в то же время у этого плаща были значительные недостатки. Не говоря уже о том, что он расходовал огромное количество магической силы, он был совершенно неуправляем. Это сильно разочаровало Хань Ли. Было ясно, что это высокоранговое древнее сокровище было повреждено. Тогда оставалось непонятным, что оно делало во внешнем зале. Но, несмотря на это, плащ все равно мог быть чрезвычайно полезен, чтобы спастись враг. Хань Ли убрал плащ со смешанными чувствами. Затем он опустил голову и горько усмехнулся, сел на пол, скрестив ноги, и стал восстанавливать свою ци. Поскольку плащ израсходовал немало магической силы за такое короткое время, Хань Ли не мог выйти из комнаты в таком состоянии. Хань Ли отдыхал более полдня, и когда он почти восстановил свою магическую силу, Хань Ли открыл глаза и встал, торжественно взглянув на проход. С браслетом из защитных бусин на руки и его техникой великого развития, которая циркулировала по всему его телу, он медленно вошел в проход. Войдя в него, Хань Ли обнаружил, что проход был довольно коротким. Выйдя за угол, он уже подошел к концу. Свет вспыхнул перед его глазами и тут же погас, являя просторный коридор. Коридор выглядел довольно изысканно и на первый взгляд казался бесконечным. Неизвестно, насколько далеко он простирался. Белые облака и божественные мелодии текли по всему коридору, который представлял собой сверкающий нефритовый павильон. При виде этого на лице Хань Ли появилась усмешка, и он спокойно направился вдоль коридора. Сделав первый шаг, он тут же распространил магическую силу по всему своему телу. Он уже знал, что на протяжении всех испытаний было невозможно использовать летающие техники, поэтому ему пришлось идти пешком. Хань Ли это совершенно не беспокоился, а просто направился вглубь коридора, при этом божественные мелодии стали звучать намного громче. Хань Ли прислушался к мелодиям повнимательнее с равнодушным выражением на лице. Вскоре после этого на его лице бессознательно появилась насмешка. Хань Ли шел совершенно спокойно, как будто он гулял в своем саду. Однако, чем больше он углублялся внутрь коридора, тем красивее и яснее становились мелодии. В то же время из-за белых облаков стали появляться чрезвычайно изящные журавли. Они словно танцевали в облаках, издавая приятный слуху крик. Это выглядело довольно впечатляюще. Глава 472. Черный дворец. Хань Ли взглянул на журавлей, а затем продолжил свой путь, не обращая на них никакого внимания. Но по мере того, как Хань Ли продолжал идти, божественные мелодии, спускающиеся с неба, становились все громче. Белые журавли, танцевавшие в воздухе, разлетелись по сторонам и начали интенсивно махать крыльями и кричать. Спустя мгновение, по звуке божественных мелодий, журавли стали превращаться в молодых женщин, одетых в дворцовые платья. Кажется, что этим молодым женщинам было около 18 лет, и все они были чрезвычайно красивы. Они смотрели на Хань Ли таким взглядом, как если бы он был их возлюбленным, извивались в танце так, как будто у них не было костей. В этот момент божественные мелодии изменились, стали мягкими и нежными, как ласки любовника. Сам воздух был наполнен сенсацией страстного романса, невольно вызывая эмоции даже у того, кто давно их похоронил в глубине своего сердца.
Когда Хань Ли услышал эти новые звуки, его выражение изменилось на мгновение, а затем он нахмурился и отбросил в сторону все эмоции, продолжая свой путь, игнорируя сладкие нотки, нашептываемые молодыми женщинами. Пройдя около 100 метров, Хань Ли услышал изменение тона мелодии. Мелодия стала грустной и тоскливой. Выражения лиц молодых женщин изменились вместе с мелодиями, и они прекратили танцевать. На лице каждой появилась огромная тоска. Когда Хань Ли взглянул на них, он тоже почувствовал сильную душераздирающую тоску. Казалось, любой, кто смотрел на женщин, начинал испытывать огромную душераздирающую и сострадательную привязанность. Интересно. Хань Ли улыбнулся и отошел от них в сторону, не обращая особого внимания на грустных женщин, как будто он смотрел интересную пьесу. Хань Ли четко понимал, что после испытания огнем и льдом следовала граница фантастической иллюзии, так что это, наверняка, были какие-то трюки. Как и ожидалось, при виде того, что Хань Ли не обращал на них внимания, божественные мелодии снова изменились. Теперь они вызывали похоть. В этот момент молодые женщины по вспышке света превратились в зрелых красавиц. На лицах женщин появилась соблазнительная страсть, а тела извивались в завлекающем танце. Они то и дело зазывающие стонали своими красными губами, издавая дьявольские, губительные звуки. Вместе с мелодиями, которые доносились с неба, этого было более чем достаточно, чтобы любой стал сходить с ума от искушения. Хань Ли был ошеломлен, и тут распространил внутри своего тела технику великого развития, он сразу же успокоился. Даже если бы мастер чарующих техник должен был нанести удар Хань Ли с полной силой прямо сейчас, Хань Ли ничуть не смутился бы. По сравнению с этим, такие грубые иллюзии не стоили его внимания. Пройдя через 2 ряда несравненных красоток, Хань Ли заметил, что их действия стали еще более безудержными. Некоторые из них смотрели на Хань Ли кокетливым взглядом и прижимали руки к груди. Другие гладили свое тело, вертели бедрами, а также делали другие вульгарные движения. Хань Ли взглянул на них с блеском в глазах и щелкнул языком. Несмотря на то, что он оставался безразличным из-за защиты техники великого развития, он все равно не мог отвести от них свой взгляд. После этого некоторые женщины изменились и превратились в других красавиц. Среди них появились достойные дворянки, огненные шлюхи, чистосердечные девицы, а также элегантные и ледяные матроны, у каждой из которых было свое собственное поведение и манеры. Эта сцена выглядела так, будто здесь собрались самые бесподобные красотки мира. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, но его взгляд и разум оставались совершенно холодными. Хань Ли шел расслабленным темпом и через 2 часа, наконец, дошел до конца коридора, вдоволь насладившись видом красавиц. Коридор привел к черному дворцовому залу с плоским потолком, ворота и стены которого были полностью построены из черного кирпича. Ворота зала были более 40 метров в высоту. Внутри зал был черным и таинственным. Как только Хань Ли взглянул на большой черный дворцовый зал, внезапно исчезли властные небесные мелодии и соблазнительные женщины. Остались только бесконечные белые облака. Внешний вид коридора стал таким, каким он видел его, как только вошел в него. Хань Ли был не удивлен этому и просто взглянул на черный зал. Он неосознанно замедлил шаги, когда приблизился, но прежде чем он приблизился к самому залу, он почувствовал плотный кровавый запах. Хань Ли нахмурился и снова взглянул на дворцовый зал. Он обнаружил, что дворцовый зал на самом деле не был чисто черным и имел странный оттенок кровавого цвета, словно был покрыт слоем замерзшей крови, которая и источала этот запах. Хань Ли встал перед воротами, скрестив руки, и какое-то время бормотал про себя. Хотя никто ему не давал никаких подробностей о границе фантастической иллюзии, один вид этого черного дворца давал понять, что это место испытывало самые потаенные страхи человека. Несомненно, это место не было таким простым, как коридор. Хань Ли прекрасно знал, что и в его сердце есть слабое место. Он не был ни бесстрашен, ни труслив. Он также не был мудрецом, который мог отгородиться от внешнего мира. В лучшем случае он был умным и находчивым смертным. Было бы ужасно, если бы он увидел нечто, что не сможет перенести и оцепенеет. Казалось, настало время использовать браслет с защитными жемчужинами, чтобы преодолеть это испытание. С этой мыслью Хань Ли погладил браслет на своей руке и защитил свое сознание, прежде чем отправиться в большой зал. Он был не просто черным, как только Хань Ли вошел в зал дворца, он сразу же почувствовал дискомфорт. Хотя Хань Ли не видел никаких ограничительных заклинаний, но диапазон видимости составлял не более 10 метров. Он также не мог использовать свое духовное чутье. Отсутствие света сопровождалось полным отсутствием звука, создающим тишину, внушающую страх. Хань Ли бессознательно облизнул губы и взмахнул рукой, пытаясь вызвать огненный шар. Но пламя погасло в то же мгновение, как зажглось.
Хань сначала был удивлен, а потом снова взмахнул рукой, вынув камень лунного света из своей сумки для хранения. Свет от камня исчез точно так же, как и пламя. Теперь камень лунного света ничем не отличался от обычного камня. Теперь он понял, что ограничения в зале обладали особым эффектом поглощения света. Хань Ли ничего не оставалось делать, как осторожно продвигаться вперед без света. Но прежде чем он успел сделать несколько шагов, он внезапно услышал странные стенания от боли, которые доносились издалека. Казалось, это была молодая девушка. Хань Ли улыбнулся и продолжил идти, игнорируя звук. Однако рыдания то и дело появлялись то близко, то далеко, становясь все более печальными. Казалось, они следовали за ним. Внезапно раздался грохот, в результате которого земля задрожала. Внезапно рыдание остановилось. Хань Ли почувствовал облегчение и ускорился, желая как можно скорее покинуть этот зал. Но, пройдя только около 10 метров, всхлипывание продолжилось. На этот раз недалеко от Хань Ли появился белый силуэт. Это была молодая женщина, одетая в траурную одежду. Очевидно, что плакала именно она. Лицо Хань Ли застыло, когда он увидел эту женщину в белой одежде. Как ни странно, несмотря на то, что она стояла на коленях и не пыталась приблизиться к нему, он поспешно приблизился к ней. Хань Ли знал, что чем более осторожно он будет действовать, тем меньше была вероятность того, что он поддастся иллюзиям. Поскольку избежать любого конфликта было невозможно, спокойная конфронтация казалась оптимальным выбором. Подумав таким образом, Хань Ли остановился в 20 метрах от этой женщины. Хань Ли хотел было разозлиться и проигнорировать женщину, как внезапно он почувствовал, что всхлипывание этой женщины казалось ему знакомым, как будто он уже слышал его раньше. Сердце Хань Ли вздрогнуло. Он поспешно успокоил себя, что это была всего лишь иллюзия, что не стоит зацикливаться на этом. Но чем дольше он смотрел на нее, тем более знакомой она казалась. Он страстно прочесывал воспоминания в своей голове, но не смог вспомнить, кто она. Хань Ли бессознательно остановился и нахмурился, холодно взглянув на женщину. «Четвертый брат!» — воскликнула женщина нежным голосом. Когда Хань Ли услышал это, он почувствовал, как его сознание содрогнулось, а кровь прилила к голове. Он тут же невольно спросил: «Кто ты?» «Четвертый брат, не узнаешь меня?» «Я твоя младшая сестра». Женщина в белом подняла голову, пристально взглянув на него своими печальными глазами. Ее маленький нос, яркие глаза и нежное лицо напоминали его застенчивую сестренку, которую он оставил в 7 мистических сектах. Глава 473. Открытие внутреннего зала. Младшая сестра. Хань Ли стал пристально разглядывать молодую женщину, пытаясь узнать ее. Ее слова и внешность высвободили из самых глубин то, что он зарыл глубоко в своем сердце. «Четвертый брат, как я сюда попала? Разве я не умерла от болезни много лет назад? Мне страшно». Внезапно силуэт вздрогнул, и она встала. Хань Ли видел, что лицо этой молодой женщины стало бледным. В глазах Хань Ли появилось странное выражение. Эта молодая женщина, похожая на его сестру, находилась в 2 шагах от него. В глазах Хань Ли появился холодный блеск, он взмахнул рукой и высвободил маленький лазурный меч. В одно мгновение меч пронзил лоб молодой женщины. Белый силуэт неистово завопил и превратился в клубок черного дыма. «Что с того, что ты принял внешний вид моей младшей сестры, с которой нас разделили много лет назад? Как она могла узнать меня спустя столько лет, несмотря на то, что моя внешность сильно изменилась? Кроме того, она давным-давно забыла, как я выгляжу». Хань Ли грозно посмотрел в сторону угасающего черного дыма. Сказав это, он поднес его запястье к глазам и посмотрел на браслет из защитных бусин. Хотя он говорил эти слова с большой уверенностью, Хань Ли, возможно, не предпринял бы никаких действий, если бы браслет из защитных бусин не жёг его руку так сильно, рассеивая последний след колебания в глубине его души. Хотя он знал, что все это была либо иллюзия, либо трансформированный призрак, он все равно хотел снова поговорить с сестрой. Отбросив печаль в сторону, Хань Ли продолжил движение в темноте. Около 10 человек сидело неподвижно перед огромной пагодой. Пагода, казалось, достигала облаков и была полностью построена из огромных известняковых кирпичей. Издалека казалось, что у нее было 5 этажей, причем каждый этаж был немного ниже, чем тот, что был под ним. Однако каждый этаж был отделен от нижележащего не менее чем 4 сотнями метров. Даже известняковые ворота на самом дне были высотой не менее 200 метров, что представляло собой удивительное, грандиозное зрелище. Вся пагода была покрыта белым световым барьером, ослеплявшим глаза. Все люди казались муравьями по сравнению с белой пагодой.
В центре отдыхающих культиваторов была установлена белая транспортная формация. Среди них были культиваторы стадии зарождающейся души, которые отдыхали перед пагодой. Помимо Учжоу и костяного мудреца, там был только один культиватор поздней стадии формирования ядра. Ханьли, Юанья, двое старейшин Дворца Звезд и еще один культиватор на поздней стадии формирования ядра не появились. Лицо Цзянь-Иня выглядело таким спокойным, словно его ничто не волновало. Однако внутри себя он был глубоко обеспокоен. Поскольку и Учжоу, и Ханьли оба были культиваторами ранней стадии формирования ядра, Ханьли должен был прибыть сюда одновременно с Учжоу. В этот момент вспышка белого света появилась в центре транспортной формации, показав силуэт. Мэнхуцзы и другие культиваторы дьявольского Да взглянули на появившегося с разочарованием. Это была Юанья. Когда женщина увидела столько эксцентриков в стадии зарождающейся души, ее сердце вздрогнуло. Но вскоре она пришла в себя, как будто ничего не случилось. Как только женщина покинула транспортную формацию, следом за ней появился Ханьли. Цзянь-Инь тут же вскинул брови и неосознанно улыбнулся. Мэнхуцзы и Лао Маньцинин с облегчением взглянули друг на друга. Когда Ханьли появился, он был очень удивлен, увидев Юанья перед собой. Посмотрев на нее с легкой улыбкой, он направился к великому мастеру Цзянь-Иню. Цзянь-Инь был очень рад видеть, что Ханьли так покорно относится к своему почитаемому мастеру. Он повернул голову и кивнул Ханьли, ничего не сказав. Как и ожидалось, он не собирался поднимать тему о том, чтобы Ханьли вернул ему браслет из защитных жемчужин. Мэнхуцзы также не просил вернуть свои доспехи. Казалось, они делали вид, что забыли о том, что дали Ханьли свои сокровища. Когда появился Ханьли, он заметил, что все культиваторы сидели без движения, сложно ждали чего-то. В этот момент Ханьли обнаружил огромную пагоду перед ним и был очень поражен. Итак, это внутренний зал. Он очень отличается от того, что я себе представлял, внутренне пробормотал Ханьли. Затем он оглянулся по сторонам и мельком взглянул на костяного мудреца. Он был позади него в глубокой медитации. Казалось, он не заметил взгляда Ханьли. Голос костяного мудреца внезапно раздался в ушах Ханьли: «Малыш, не смотри на меня. Нельзя допустить, чтобы мой ученик-предатель что-то понял. Будь уверен, у меня есть план, как разобраться с Цзянь-Инем со 100% успехом. Однако, такая возможность представится после того, как ты используешь кровавого паука, чтобы заполучить небесный котел. После этого я буду действовать. И запомни, не посылай мне никаких голосовых передач, иначе нас раскроют». Выражение Ханьли оставалось спокойным, пока он слушал его, а затем отвернулся в другую сторону. Будет ли возможность захватить сокровище? Что он имеет в виду? Может быть, этот старый дьявол также хочет приобрести небесный котел. Ханьли почувствовал беспокойство и подозрительность по мере того, как приближалось время открытия внутреннего зала. Ханьли стал задумываться над тем, что будет после того, как они захватят сокровище. Независимо от того, удастся ли ему получить небесный котел, все, что случится после, будет полезно для него. Пока Ханьли размышлял над этим, он услышал холодный голос впереди себя: «Внутренний зал вот откроется, а старейшины из Дворца Звезд еще не появились. Кажется, они не собирают вставлять нам палки в колеса. Что скажешь, брат Мэн?» Вань Тиньмин, сидевший среди культиваторов праведного Да, открыл свои блестящие глаза. Он посмотрел на Мэнхуцзы и медленно проговорил это, излучая удивительное давление из своего тела. «Хех! Что, неужели старина Вань так нетерпелив? Подождем немного. В конце концов, эти люди из Дворца Звезд довольно хитрые. Возможно, они появятся после того, как мы сразимся между собой». Мэнхуцзы презрительно улыбнулся и лениво погладил свою бороду. Когда Вань Тиньмин услышал это, он слегка задумался, а затем кивнул головой и снова закрыл глаза, словно одобряя слова Мэнхуцзы. Через 2 часа серия сильных толчков внезапно сотрясла землю. Огромные каменные двери во внутренний зал медленно открылись, являя собой променад известняка. Даже издалека проход казался очень высоким и огромным. В тот момент, когда ворота открылись, транспортная формация в центре исчезла. Мэнхуцзы внезапно вскочил и угрожающе ухмыльнулся. Не дожидаясь, когда Вань Тиньмин скажет что-либо, он горячо заговорил: «Хе-хе. Хорошо. Хорошо. Кажется, эти двое из Дворца Звезд не будут мешать нам. Что скажешь, Вань Тиньмин? Давай сразимся сейчас, а проигравшая группа не будет входить во внутренний зал». «Нет, я не хочу сражаться с тобой. У меня другие планы». Вопреки ожиданиям всех, Вань Тиньмин дал решительный отказ с серьезным выражением на лице. Сначала Мэнхуцзы был ошеломлен, а затем злобно усмехнулся: «Другие планы?
Может, ты решил сдаться без боя?» Вань Тиньмин покачал головой и неторопливо сказал: «Сдаться без боя? Конечно, нет. Но было бы смешно бороться, даже не приобретя сокровища. Не лучше ли, если наши группы сначала приобретут и сокровища? А до этого мы будем сдерживаться от сражений. Таким образом, мы можем предотвратить взаимную борьбу. В конце концов, наш нынешний враг — это Дворец Звезд. Даже несмотря на нашу уверенность, есть вероятность, что мы оба не сможем приобрести сокровища. В этом случае нет смысла драться в начале». Культиваторы дьявольского «да» были шокированы таким ответом и невольно переглянулись между собой. Вскоре они начали двигать губами и посылать голосовые передачи. Вань Тиньмин и другие культиваторы праведного «да», похоже, уже обсудили это и спокойно ожидали ответа культиваторов дьявольского «да». Через мгновение Цзень Инь сказал с мрачным выражением: «Мы согласны с твоими словами, но в конце концов, что будет с той стороной, которая заберет сокровище? Если нам удастся добиться успеха, как мы можем верить, что вы не попытаетесь украсть его у нас? Ты можешь просто бросать слова на ветер». Вань Тиньмин ухмыльнулся в ответ и без колебаний ответил: «Цзень Инь, ты говоришь глупости. Если ты успешно захватишь сокровище, тогда, конечно, мы будем сражаться с вами. Точно так же и вы бы сражались с нами, если бы захватили сокровище мы. Когда придет время, тогда все решит наша сила. Но сейчас нам лучше не тратить время на борьбу». Глава 474. Богомол и Иволга. Когда Цзень Инь услышал, как Вань Тиньмин назвал его слова глупостями, на его лице появилось зловещее выражение, но после того, как он услышал, что Вань Тиньмин сказал после этого, он решительно подавил свою ярость. Затем он повернул голову к Мэн Хуци и Лао Маньцинь и заговорил с ними с помощью голосовой передачи. Переговорив с ними, Цзень Инь холодно сказал: «Мы согласны отложить сражение. Подождем, пока не раздобудем сокровище». Вань Тиньмин усмехнулся: «Хорошо. Вы приняли мудрое решение. Войдем внутрь вместе». Затем он направился к огромным известняковым воротам вместе с Тянь Уцзы и старым фермером. «Ха!» Мэн Хуцзы усмехнулся и перевел свой взгляд на Юань Я и культиватора стадии формирования ядра, которого Хань Ли не знал, со зловещим блеском в глазах. В тот же миг они оба побледнели, узнав о злобных намерениях Мэн Хуцзы. Превратившись в полоски желтого и красного света, мчась к каменной пагоде. Мэн Хуцзы злобно усмехнулся: «Эй, вы двое, куда это вы направились?» Он потер руки, а затем взмахнул ими, мгновенно высвободив две полосы золотого света, которые поразили их сзади. Культиватор в желтом свете жалобно завопил, а затем рухнул на землю. Его тело было расколото надвое этим золотым светом. Когда золотой свет приблизился к Юань Я, несколько вспышек ослепляющего зеленого пламени временно рассеяли золотой свет. Это словно подтолкнуло красный свет, он превратился в огненно-красную птицу и стал еще быстрее. Уклонившись таким образом от золотого света, красный свет влетел в каменную пагоду и исчез. «Это странно», — мягко сказал Лао Маньцинь и нахмурился. Лао Маньцинь и Цзень Инь не мешали Мэн Хуцзы, но при виде того, как Юань Я избежала атаки Мэн Хуцзы, были удивлены. «Мэн Хуцзы, зачем ты напал на невинного?» Тянь Уцзы повернулся и сказал с сердитым выражением. Мэн Хуцзы небрежно взглянул на старого даосиста и холодно ответил: «У меня плохое настроение. Какая тебе разница, если я убью нескольких незнакомцев? Может быть, ты хочешь взять на себя правосудие от их имени или просто хочешь лично проверить мое дьявольское небесное искусство?» «Вы, Вань Тиньмин», не поворачивая головы, крикнул: «Хватит, Тянь Уцзы. Эти двое не являются членами праведного «да». Так что оставь их. У нас есть дела поважнее». Тянь Уцзы кинул на Мэн Хуцзы ненавистный взгляд и отвернулся от него, услышав слова Вань Тиньмина. Вскоре после этого группа праведного «да» вошла в ворота внутреннего зала. Цзень Инь наблюдал за культиваторами праведного «да», пока они уходили, а затем похлопал Мэн Хуцзы со зловещей улыбкой: «Брат Мэн, ты хорошо сделал, что напал на них. Я тоже не хочу, чтобы у нас под ногами путались какие-то крысы». Эти двое культиваторов стадии формирования ядра действительно хотели войти во внутренний зал и воспользоваться хаосом для своей собственной выгоды. Так что они это заслужили. Однако остался человек, которого ты еще не убил. Сказав это, взгляд Цзень Иня упал на костяного мудреца. Костяной мудрец был так спокоен и безразличен, словно Цзень Инь говорил не о нем. Мэн Хуцзы спокойно сказал: «Этот человек сделал мне одолжение, так что я не буду нападать на него. Вам двоим также запрещено нападать на него». Цзень Инь прищурился и пристально взглянул на костяного мудреца.
Затем он неоднозначно сказал, поскольку он младший нашего брата Мэн, естественно, мы не тронем его. Хотя это и странно, что брат Мэн заступился за него. Лицо Мэн Хуцзы стало холодным, и он пристально посмотрел на Цзень-Иня, хе-хе. «Цзень-Инь, ты что, хочешь устроить мне допрос?» «Как я могу?» «Мне просто немного любопытно. Если брат Мэн не хочет отвечать, то пусть будет так. Но эта женщина в черном, которая бежала, определенно имеет высокое происхождение. Брат Мэн, тебе стоит быть осторожным». Цзень-Инь с усмешкой сказал это, но, казалось, в его словах был скрытый смысл. Мэн Хуцзы немного помолчал, а затем сказал, «Я не слепой. Ты что думал, что я не заметил, как она использовала огненные лазурные бомбы старого дьявола Яна? Помимо его самых близких учеников, никакие другие ученики секты Лазурного Пламени не смогли бы заполучить такой предмет. Как еще могла эта молодая женщина избежать смерти? Хе-хе, похоже, я погорячился». При виде того, что выражение лица Мэн Хуцзы стало мрачным, Цзень-Инь больше ничего не сказал. «Это не важно. Даже если эта женщина важна для старого дьявола Яна, брату Мэну не его бояться, учитывая уровень ее культивации. Тем не менее, в настоящее время это критический момент периода конфликта между Дворцом Звезд и праведным и дьявольским Да. Этот старый дьявол Ян обладает значительными способностями, и, несмотря на то, что он отошел от дьявольского Да, он лично не имеет отношения к сторонам добра и зла. Поэтому нам лучше не становиться его врагом. Давайте скорее догоним девчонку». Старик-конфуцианец спокойно проговорил это. Мэн Хуцзы напряженно кивнул головой и больше не сказал ни слова. Было очевидно, что он боялся старого дьявола Яна. События, которые произошли только что, озадачили Хань Ли. В его сознании стали появляться всевозможные отвлекающие мысли. Культиватор стадии формирования ядра был убит совершенно легко, но как Юань-Я удалось избежать такой судьбы, с каких это пор костяной мудрец подружился с Мэн Хуцзы, который являлся одной из главных фигур среди дьявольского Да. Неудивительно, почему он так спокоен. Что касается Юань-Я, у нее, казалось, были какие-то отношения со старым дьяволом Яном, который мог внушить страх даже такому человеку, как Мэн Хуцзы. Эти мысли одновременно просочились в его сознание, и он пока не мог их четко расположить. Ему ничего не оставалось, кроме как внимательно вслушиваться в слова Мэн Хуцзы и других, в надежде, что ему удастся собрать информацию, которая позволила бы ему составить надежный план. Но, к сожалению, Лао Мэньцинь не на тех словах закончил разговор. «Давайте побыстрее войдем во внутренний зал. Праведное Да не будет ждать нас. Мы не можем позволить им украдкой обойти нас». Сказав это, Лао Мэньцинь взглянул на огромный проход в каменных воротах и нахмурил лоб. Мэн Хуцзы взглянул в сторону каменных ворот и на мгновение погрузился в раздумья, а затем зашагал в их направлении. Цзень-Инь и Лао Мэньцинь переглянулись между собой, а затем последовали за ним с непринужденными выражениями на лицах. Хань Ли, Учжоу и Костяной Мудрец, естественно, последовали за ними. Хань Ли и другие медленно вошли в проход, а затем исчезли из виду. Через 3 часа затемненная транспортная форма внезапно засверкала ослепительным светом, а затем в нее появились 2 силуэта. Это были старейшины Дворца Звезд. В этот момент они осторожно огляделись по сторонам. Обнаружив, что вокруг них никого нет, они вздохнули с облегчением. Один из них сказал с легкой улыбкой, «Кажется, все они вошли». Какими бы они хитрыми ни были, они и представить себе не могут, что наш Дворец Звезд снял ограничения с этой транспортной формации 1000 лет назад. Мы можем попасть сюда, когда захотим. Другой сказал холодным голосом, «Идем. Нам все равно следует быть осторожными. Нельзя, чтобы они раскрыли наш секрет». «Конечно», — одобрительно кивнул первый. Сказав это, они метнулись к каменным воротам, превратившись в 2 полосы белого света. Хань Ли шел за Цзень-Инем и неожиданно оказался рядом с Учжоу, к большому неудовольствию Хань Ли. Возможно, из-за того, что Зенит-Инь сказал Учжоу раньше, Учжоу вел себя с Хань Ли очень прилично. Казалось, что его ненавистный взгляд, с которым он изначально смотрел на Хань Ли, принадлежал другому человеку. Но чем дальше это фальшивое поведение продолжалось, тем мрачнее Хань Ли себя чувствовал. Хань Ли горько рассмеялся про себя. Цзинь-Инь намекнул Учжоу, что они убьют меня после того, как они приобретут сокровище. Иначе почему Учжоу так себя ведет? Несмотря на то, что Хань Ли был очень обеспокоен, он с улыбкой на лице разговаривал с ним, поддерживая эту фальшивую атмосферу между ними. За 30 метров было видно, насколько это наиграно. Однако Цзень-Инь и остальные не обращали на это внимания и продолжали идти вперед. Как только все 3 эксцентрика вошли во внутренний зал, у всех появились торжественные выражения на лицах.
Но то, что больше всего озадачило Ханли, так это то, что за длительный промежуток времени ничего не произошло. Они не столкнулись ни с ограничениями, ни с опасностями. Может быть, они активировали какое-то ограничение после того, как вошли в каменные ворота. С этой мыслью Ханли стал невольно исследовать окружающее пространство. Глава 475. Марионетки с головой волка. В настоящее время Ханли и другие бродили в лабиринте из серии пересекающихся каменных проходов. На каждом перекрестке стояли каменные ворота с надписью из странных иероглифов. Все каменные ворота были одинаковыми по размеру, более 30 метров в ширину, в форме квадрата. Они указывали то на север, на юг, восток или на запад, то в случайном направлении. Однако все они сияли слабым белым светом. На них явно было наложено какое-то ограничительное заклинание. Хотя перекрестки попадались им через большой интервал пути, Ханли подсчитал, что в течение всего времени их пребывания во внутреннем зале они уже столкнулись, по крайней мере, с 8 каменными воротами. Каждый раз они или меняли направление, или входили в каменные ворота. В конце концов, они пришли к еще одному перекрестку, в результате чего лицо Ханли изменилось. Эти каменные врата отличались от других. Хотя его иероглифы и форма были точно такими же, ограничительное заклинание на них, казалось, было отключено. Ханли снова взглянул на них со странным выражением на лице. Учжоу увидел выражение лица Ханли и спросил его: «Младший боевой брат Хань, сокровища за этими каменными воротами уже забрали другие. Хочешь посмотреть?» Если бы не тот факт, что каждый человек может использовать фрагмент карты Небесного дворца только один раз, я бы тоже хотел выбрать каменные ворота и посмотреть, что находится внутри. Как только фрагмент карты Небесного дворца был использован для открытия каменных ворот и сокровище захвачено, его телепортируют назад. Будучи культиваторами стадии формирования ядра, такими как мы с тобой, мы сможем заполучить сокровище, только но у нас не хватит сил, чтобы приобрести сокровище даже на первом этаже. Выбор комнаты на более поздних этажах равносилен самоубийству. Младший боевой брат Хань. Когда Ханли услышал, как Учжоу назвал его так в передаче голоса, он почувствовал, что отвращение распространилось по всему телу. Однако Ханли тут же пришел в себя и ответил с сияющей улыбкой: «Тогда почему брат Ву не выбрал ворота на первом этаже? Разве ты не считаешь, что подниматься выше — это пустая трата времени, эх? Я бы хотел, но мой уважаемый дедушка неоднократно предупреждал меня, что я должен оставаться рядом с ним на этой охоте за сокровищами, поскольку я могу оказаться ему полезным». С недовольным выражением на лице Вучжоу взглянул на каменные ворота. В его глазах мелькнули следы жадности. Ханли слегка улыбнулся и взглянул на каменные ворота. Если бы он вошел в эти ворота и забрал сокровище, его бы тут же телепортировали отсюда. Он решил хорошенько запомнить это. Кто знает, вдруг это окажется отличным способом для побега. В этот момент группа подошла к очередному перекрестку и остановилась. Но в этот момент впереди них послышался тяжелый глухой стук. Звук продолжился, как будто что-то огромное медленно направлялось к ним. Выражения лиц Цзень-Иня и Лао Маньцинь и слегка изменились, и они остановились, уставились на проход перед ними с серьезными выражениями. В противоположность им, на лице Мэн Хуцзы появилось нетерпение. В этот момент его тело сверкнуло золотым светом, и слой золотых чешуек внезапно покрыл все его тело. Он активировал свое небесное дьявольское искусство. Это был первый случай, когда Ханли увидел причудливый облик небесного дьявольского искусства. Ему было любопытно взглянуть на трансформацию Мэн Хуцзы. Мэн Хуцзы тут же ощутил на себе взгляд Ханли и повернул голову в его сторону с усмешкой на лице. Покрытое чешуйками лицо Мэн Хуцзы выглядело довольно зловеще. Сердце Ханли ушло в пятки от этого взгляда. Он не знал, как себя вести, и еле выдавился из себя наигранную улыбку. К счастью, Мэн Хуцзы не продолжал на него смотреть. Приближающиеся стуки теперь находились всего в сотне метров. Но поскольку перекресток перед ними был черный, Ханли не мог видеть, что происходит. Во внутреннем зале тоже были ограничения, которые сдерживали духовное чутье культиватора. Однако Ханли заметил холодный блеск в глазах старых эксцентриков. Казалось, они знали, что это было. Не дожидаясь, когда Цзень-Инь и Лао Маньцинь начнут действовать, Мэн Хуцзы громко заревел и ринулся вглубь коридора, превратившись в полоску золотого света. Вслед за этим послышалась серия громких ударов и скрежет металла. Когда Цзень-Инь и Цинь услышали это, они в ужасе переглянулись между собой. Ханли был в растерянности, услышав этот звук. Казалось, что-то раскололось на несколько фрагментов. Внезапно Ханли, казалось, что-то понял. В следующий момент раздался громкий смех Мэн Хуцзы.
Цзянь, казалось, все понял и тоже рассмеялся. Вперед. Проблема решена. Мы и забыли, что у нас уже нет тот уровень культивации, что 300 лет назад. Охранники на первом этаже больше не представляют для нас угрозы. Лао Маньцинь усмехнулся. Верно. Я тоже забыл об этом. Когда я был здесь последний раз, я только что вошел в стадию зарождающейся души, и эти охранники произвели на меня сильное впечатление. Хорошо, что брат Мэн позаботился о них с помощью своего небесного дьявольского искусства. Иначе бы мы потратили на них слишком много усилий. Затем двое эксцентриков смело двинулись вперед, Хань Ли и Ву Чжоу последовали за ними. Костяной мудрец, который изначально был с равнодушным выражением на лице, презрительно дернул губами и последовал за ними. Пройдя около 30 метров, Хань Ли увидел Мэн Хуцзы, который стоял, заложил руки за спину. Он стоял на чем-то, сияющем серебряным светом. Когда Мэн Хуцзы увидел Цзянь-Иня, он вытянул шею и сказал равнодушно: «Довольно неплохо для разминки. Небесный зал на этот раз поистине интересен. Однако он не так страшен, как говорили слухи, все благодаря невероятной силе твоего небесного дьявольского искусства. Другим культиваторам пришлось бы использовать магические сокровища, поэтому они бы столкнулись с большими трудностями на этом узкой участке дороги», сказал Лао Маньцинь с улыбкой на лице. Когда Мэн Хуцзы услышал его лесть, он улыбнулся, но ничего не сказал в ответ. Золотые чешуйки на его теле быстро исчезли, и он равнодушно продолжил свой путь. Казалось, он не смог удовлетворить свою жажду схватки этим боем. Цзянь и Ницинь с улыбкой переглянулись между собой. Поскольку Мэн Хуцзы был так готов возглавить путь, они были более чем готовы спокойно следовать за ним. Когда они прошли мимо серебряного предмета, Хань Ли остановился и опустил голову, чтобы посмотреть на предмет. Механическая марионетка. Хань Ли был поражен. Это действительно была высокоранговая марионетка, которую за несколько секунд уничтожил культиватор стадии зарождающейся души. То, что осталось от нее, разбросанные по полу куски неизвестного серебряного металла. Кроме того, там была разрушенная половина головы золотого волка, несколько кусочков угольно-черных, сверкающих лезвий, а также множество других странностей. Когда костяной мудрец быстро прошел мимо него и равнодушно сказал, не поворачивая головы, не утруждай себя понапрасну. Хотя эти предметы, безусловно, редкие, из них невозможно магические сокровища. До тебя это пробовали, и не раз Хань Ли был удивлен этим, но он продолжал рассматривать фрагменты на полу, как будто не услышал его. Внезапно его взгляд упал на сверкающий, темно-зеленый камень, который лежал на полу. Его чрезвычайно холодная аура произвела на Хань Ли большое впечатление. Немного помолчав, Хань Ли взмахнул рукой и закинул все эти предметы к себе в сумку для хранения, а затем присоединился к другим. Мысли Хань Ли были довольно простыми. Даже если эти предметы были действительно бесполезны, с их помощью он мог узнать о достижениях древних культиваторов в искусстве марионеток и методах их создания. В конце концов, высокоранговые марионетки, марионетки 4-го класса, были равны по силе культиваторам поздней стадии формирования ядра. Такую марионетку он видел раньше. Это был огромный тигр, который заряжался от среднеранговых духовных камней. Кукла с головой золотого волка была сильнее, чем культиватор поздней стадии формирования ядра. Хотя Мэн Хуцзы разобрался с ней, как с детской игрушкой, не используя каких-либо мощных магических сокровищ, серьезное отношение Цзянь-Иня и Лао Маньцинь показывало, насколько сильной была эта марионетка. Хань Ли очень хотел бросить все и отправиться исследовать эти отличные предметы, но у него не было возможности. Он отлично понимал, что, несмотря на то, что 3 эксцентрика шли впереди него, они пристально следили за каждым его шагом. Так что на самом деле ему бы не удалось тайно скрыться за каменными воротами. Темперамент Хань Ли не мог позволить ему выйти из внутреннего зала с пустыми руками. Фрагменты разрушенной марионетки он рассматривал как утешительный приз. Между тем, Хань Ли совершенно не питал никаких надежд на то, что сможет получить небесный котел.